Привет, на канале Эдгар Вайнтер. Сегодня у нас новое видео для знака Зодиак Овен. Смотрим мы уже месяц апрель 2021 года. И если вкратце, то апрель месяц подкинет разборок в отношениях, но при этом компенсирует все это в денежках. В финансовом плане месяц абсолютно благодатный на работе. В финансовом плане месяц абсолютно благодатный. На работе должно все прям получаться просто супер-пупер. Поэтому кошелечек новый покупаем, готовимся к большим прибылям и, соответственно, радуемся денежкам. А вот в отношениях придется, наверное, где-то немножечко расставить все знаки препинания, расставить все точки над «и» и, возможно, уйти в закат одному или одной. Вот, и вкратце, если месяц общий прогноз, то месяц, который подкинет и какие-то поездки, и месяц подкинет вам каких-то проблем, за которыми вы пойдете и не будете немножечко не совсем им рады. Ну а теперь давайте уже более подробно сейчас после заставки поговорим, все расскажу, покажу, и если что-то непонятно, можете задать вопрос в комментариях. Кстати, ваши лайки, комментарии поддерживают канал, и это огромное спасибо. Желающим отправить донат, ссылка внизу в описании тоже есть, за это отдельная благодарность. Поехали подробнее смотреть. Итак, начинаем, смотрим, что ждет овнов в апреле месяце 2021 года. Итак, в общем, что ждет? Это у нас шестерка мечей. Далее четверка кубков, колесница, тройка пентаклей и семерка посохов. Итак, в общем, месяц, если вкратце, для овнов в апреле выпадает следующим образом, что готовьтесь, овны, к каким-то переездам, поездкам и изменениям в жизни. Шестерка мечей нам здесь явно показывает о том, что какие-то дела в вашей жизни появятся и будут вас волочить, чтобы их решать. По четверке кубков здесь история следующая, что у нас будут какие-то разочарования, будут какие-то вещи, которые вам покажутся недостаточно хорошими, вещи, которые, в какой-то момент времени вы пожалеете, пожалеете о том, что вообще связались, спутались с этим всем, и вообще надо было делать по-другому, и вообще все не так. И вот здесь это как раз может быть связано с шестеркой мечей, потому что шестерка мечей вас поволочет, но должного результата вы не разумеете. Колесница, середина месяца, это у нас поездка для овнов, а уж не знаю, куда вы собрались, но определенно куда-то отправитесь. Дорога здесь прям вьется, дальше мы посмотрим по сферам и попробуем разобраться, может быть, это и какая-то рабочая история будет. Тройка пентаклей, кстати, про работу действительно подтверждает, потому что это сотрудничество в каких-либо вопросах, связанных с вашим коллективом, скажем так, коллективом, который в какой-то, знаете, такой позиции, не позиции, в коллективе, который вот какой-то общей целью с вами связан. Это учеба, работа, это могут быть и какие-то семейные дела, но семейные дела вокруг одного какого-то вопроса определенно будут связываться. И семерка посохов под конец месяца, это прям будет некая такая борьба, некая защита от того, что вокруг вас происходит. Деваться некуда, будете стоять плотно на ногах, и это, наверное, самое главное. В общем, месяц подкинет действительно каких-то движений, месяц подкинет какой-то активности в вашей жизни, и по этой активности весь апрель пройдет. Давайте смотреть, что в финансах ждет овнов в апреле месяце 2021 года. Итак, это у нас Солнце. Так, здесь у нас немножко мешается.
Так, солнце, а, клевер, неплохо, кстати. Цветы, вообще замечательно идет. И корабль, надо же. И рыбы. Слушайте, с работой и с финансами в апреле месяце Овнам явно везет. Первое, что у нас выпало, это карта Солнца. Это действительно тепло, лучики и успехи. Успех подтверждается у нас клевером, то есть удача, да, будет прям вот действительно фартить во всех этих вопросах, связанных с деньгами. И по цветам это у нас какие-то могут быть хорошие вести, какие-то могут быть и ценные подарки в том числе. Но знаете, как подарки такого плана, что хорошая новость может быть связана с этим, уже как бы благо будет. По кораблю здесь многие овны начнут деятельность бурную развивать к концу апреля месяца. По кораблю это начинания какие-то в делах могут быть. Это могут быть и поездки какие-то деловые. Может быть, как деловые. Деловые могут быть связаны и с получением деньжат-то. То есть можете куда-то поехать, где-то свои денежки забрать. И это, наверное, здорово. И месяц замыкают рыбы, а рыбы это у нас богатство прям в лучшем его проявлении, то есть это могут быть не просто деньги, это могут быть какие-то ценности, причем ценности достаточно приличные, по типу там машины, квартиры и так далее. Поэтому овны на апрель месяц кошелечек свой достаем, пошире раскрываем, чтобы туда побольше вместилось. Желательно еще и новый кошелечек купить, да побольше. Как бы, наверное, не секрет, да, для многих, что денежки любят кошельки, любят их красивые, поэтому давайте-ка немножечко подготовимся, да, к этим событиям. Но здесь вот реально, то есть по работе, по финансам именно апрель месяц прям какой-то идеальный для овнов получается. Далее овны, давайте посмотрим, и у меня упала карта. Далее овны, давайте посмотрим мы с вами события личной жизни, как будет развиваться отношения с другими людьми, как будет развиваться, может быть, любовь в вашей жизни. И здесь давайте смотреть, что ждет в личном, в отношениях овнов в апреле 2021 года. Значит так, король кубков, рыцарь посохов, суд, отшельник и последнее, что у нас есть, это король посохов. Здесь, наверное, в отношениях все достаточно прозаично будет. Король кубков даст немножко самодовольства вам в вашей жизни, то есть по королю кубков будете немножко и надменные, по королю кубков девочки могут и встретить такого, знаете, принца, который вовсе-то и не принц, а человек, который о себе такого большого мнения. Что еще у нас здесь есть? У нас здесь есть рыцарь посохов. Рыцарь посохов, он как бы прет вперед на какие-то проблемы и планы в вашей жизни. Здесь в отношениях, может быть, знаете, какие события могут происходить. Здесь по рыцарю посохов многие овны решат свою жизнь как-то расставить все точки. То есть, если где-то были сомнения, вот по рыцарю посохов вы попрете вперед разбираться со всем этим делом. По карте сутка середина месяца выпадает, и середина месяца в отношениях такая очень судьбоносная история. То есть для многих, допустим, в личной жизни, когда были какие-то проблемы, они будут решаться кардинально, то есть, скорее всего, это будет прекращение какое-то отношений. Если были недомолвки, то в середине месяца получится история, когда друг другу все выскажете. Поэтому здесь суд достаточно такая карта капризная, карта суда, она очень достаточно и холодная. К тому же
Поэтому по суду здесь многие овны могут неплохо так наломать дров, прям расставаясь. Не отшельник у нас здесь, кстати, это показывает. Причем расставаться будете не только там в отношениях, в любви, а это могут быть и контакты с другими людьми. То есть, не знаю, там общаетесь с своим коллективом, с какими-то друзьями, и вот вы в середине месяца с ними там в пух и прах разругались, чтобы, разругались, выяснили все, да, выяснили, причем достаточно прямолинейно, и это может быть, как-то немножко это людей от вас отпугнет, потому что, может, вы были какие-то очень добрые, там, чуткие и так далее, а тут вдруг вы решили обратить внимание еще и на себя. И как бы, другим людям это нафиг-то и не надо, скорее всего, окажется, потому что, все на самом деле больше думают все-таки о себе. Вот здесь по отшельнику, поэтому у нас овны немножечко в себя уходят к концу месяца, то есть, в неком плане одиночество поймаете. Совсем уже в конце месяца у нас появляется король посохов, и король посохов, он опять же такой немножко надменный товарищ, который решает за других, как им жить, решает за других вообще, что делать с этим и так далее. Поэтому здесь вот в отношениях-то как раз у овнов не все гладко. Смотря, конечно, с какой стороны посмотреть, потому что, допустим, если у вас есть проблемы в отношениях и вдруг решили расставить все точки над «и», то, наверное, это все-таки хорошо. Наконец-то вы осмелились. А вот если у вас отношения там немножко корявые с людьми, но вы как бы и не хотели бы на самом деле там что-то, не знаю, там веток в огонь подбрасывать, раздувать какое-то пламя, то вот здесь, конечно, немножко будет печально, потому что ситуация повернется так, что придется разборки-то эти, собственно, и чинить. Вот такая вот история для овнов. То есть, если вкратце, то в отношениях у нас здесь выяснение этих самых отношений, расставление точек над «и». И общий прогноз, скорее всего, был в эту сторону. То есть мы здесь про отношения больше говорим, а отношения вас потащат разбираться. Разбираться вот особенно по вот этим двум картам. 6 мечей и 4 кубков, когда вы потащите свой хвост за собой, потащите себя на разборки, и это, может быть, вам не совсем понравится. В деньгах овнов месяц просто огонь, поэтому здесь покупаем новые кошельки, ждем денежек, протягиваем ручки в ладошках, выпрямленных на то, чтобы денежка ровно ложилась и желательно пачка тоже умещалась. Вот такой прогноз на апрель месяц для овнов получился. Вам огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за то, что меня дождались. Ваши лайки, комментарии помогают мне, помогают развитию канала, и тем, кто хочет донат оставить, ссылка тоже внизу есть в описании. Welcome, буду очень благодарен. Ну а на этом все. Хорошего месяца, и впереди у нас потом будут еще прогнозы на месяц, поэтому если не подписались, подписывайтесь и не пропускайте. Все, пока.